белорусское законодательство противоречит международному праву? Можете ли вы привести несколько примеров? Ну, у нас на самом деле законодательство такого страны с авторитарным режимом, где все, что касается общественных и политических прав, находится под сильно обрезанным, скажем, или сильно субъективно проинтерпретированным властями на свою пользу. Это касается и законодательства, например, о митингах, демонстрациях и собраниях, которое у нас практически не дает возможности нормально, спокойно, свободно высказывать свое мнение белорусским гражданам. Это или же места, которые определены для проведения массовых акций, это какие-то заброшенные парки, окраины лесов, пустые стадионы в городах, профанация, скажем так, где этих людей никто не видит. Или же никто не слышит, где проводить эти акции вообще не имеет никакого смысла. Любое другое нарушение, любое другое высказывание, публичное свое мнение воспринимается как нарушением. И мы в Минске сталкивались с такими случаями, когда, например, инвалидов-колясочников отправляли в этот парк с кустами и требуйте там, так сказать, безбарьерного возможности, и требуйте там своих прав вместе, так сказать, с людьми, которые выгуливают собак в этом же парке, Вот это есть отношение властей к этой свободе. Посмотреть закон о выборах, который тоже очень важен, потому что право выбирать важно для построения демократического общества, для любого демократического общества. Оно у нас абсолютно не демократически. Оно дает возможность властям фальсифицировать выборы. В Беларуси практически на 100%. Дошло до того, что просто перестали считать голоса. Пишут те цифры, которые хотят, с потолка берут эти цифры, и мнение людей вообще не учитывается. Депутаты составляются по списку, который пишется в администрации президента или в районных администрациях, или в областных. И это просто фарс. Это есть фасад демократический, этот процесс выборов, который не имеет ничего общего с демократическим волевыявлением людей. Это же касается распространения информации. Все время в Беларуси преследуются независимые журналисты. Может, и вас за эту передачу накажут когда-нибудь. Слава богу, это административные штрафы у нас или там административное наказание. Еще пока. Но, тем не менее, эта проблема существует. Только в этом году уже несколько десятков случаев было, когда журналистов привлекали к административной ответственности за то, что они снимали правдивые репортажи, но представляли незарегистрированные средства массовой информации. Сейчас очень активно привлекают к ответственности судебной блогеров, которые сами снимают какие-то материалы, выставляют на своих блогах, на своих страничках, их тоже считается, что не нарушают закон о средствах массовой информации. Это касается деятельности общественных организаций, политических партий. Я являюсь председателем правозащитного центра «Весна», который был лишен регистрации в 2003 году. Уже большую часть своей деятельности мы работаем практически без регистрации. В такой серой зоне какой-то. И в такой же ситуации находятся сотни других общественных инициатив и даже политические партии. Возьмем христианские демократы, которые тоже 6 раз подавали документы на регистрацию. Министерство юстиции им отвечало, там не такая запятая, там точка не так, там название вашей работы вы неправильно назвали, у вас не просто школа, а средняя школа или еще что-то похожее, чушь. И на этой основе и общественные инициативы, и политические партии работают практически вне законного поля, и власти таким образом сталкивают гражданское общество Беларуси, активистов на маргинез, фактически не давая возможности как-то существовать и развиваться общественным и политическим процессом в Беларуси. Контролирует и нажимая на это. И это касается всего. Это касается и финансирования общественных организаций, партий. Последние скандалы с независимым профсоюзом Беларуси, с агентством информационным Белопан, они связаны именно с этим, потому что практически получить
деньги на деятельность общественных организаций и политических партий законным методом невозможно или почти невозможно. И власти сами толкают активистов искать какие-то другие пути для продолжения своей деятельности. То же самое было со мной, когда меня посадили за как будто бы сокрытие доходов и неуплату налогов, хотя понятно, что если бы мы имели регистрацию, нормальные условия для работы правозащитников в Беларуси, то таких бы случаев просто не было. И желание властей контролировать все направление общественной активности, политической активности приводит к такому постоянному нарушению общественных и гражданских прав. Но более того, в последнее время мы замечаем, что эти нарушения, они охватывают все больше и больше какие-то социальные группы. Эта борьба с тунеядством, которая происходит последние 2 года, это такой яркий пример, она еще не останавливается, когда мало что люди не могут найти работу, их еще заставляют платить налог за то, что они не работают. Извините, это вообще рудимент советских времен. Тогда за тунеядство людей привлекали, и все должны были работать. Хотя бы носить камни с точки А в точку Б с утра, а после обеда с точки Б в точку А. Ты работал, да, все были при работе, так сказать. Эта советская совковость, я сказал бы, в методах управления, она, конечно, запугивает общество. Она дает ощущение властям, что у них все под контролем. Каждый человечек на своем месте, все под контролем, все работают, как в колонии или не знаю, в концлагере. Все работают, и все при деле. Но с другой стороны, понятно, что перспектив для развития такого общества не имеет. И идет такая борьба между общими трендами, потому что Беларусь все-таки является соседкой Евросоюза, и эта гуманитарная волна нормальных отношений к правам человека, уважительных отношений между людьми, она идет на нас. Она, несмотря на все противодействия властей, на границы, на визы и так далее. Но в то же время желание властей в Беларуси удержать эту заскорузлую и уже неэффективную систему управления и владение душами людей, она продолжается. И у нас идет такая серьезная борьба, уже 25 лет. Я оптимист в этом, смотря и участвуя во всем этом, я думаю, что рано или поздно все-таки у нас будет достаточно серьезный какой-то качественный скачок. Но очень бы хотелось, чтобы общество было к этому подготовлено, и чтобы у нас не произошло все так, как на Украине. Какой урок вы вынесли из своей ситуации заключения? Там было достаточно много уроков, и это был такой непростой опыт, но в принципе я не жалею ни на минуту про то, что я очутился в той ситуации, в которой очутился в те 3 года, когда я находился в заключении. Потому что отношение властей к правозащитникам является определенной лакмусовой бумажкой. Что вообще делается в стране и как власти относятся к правам человека. И если правозащитники находятся в тюрьме, или же их выгоняют из страны, как с Леной Тонкачевой, Еленой Тонкачевой, которая 3 года не могла вернуться в Беларусь, или же организации подвергаются обыскам, или же другим каким-то репрессиям, видно, что значит отношение властей к правам человека нетерпимые, значит вообще всему обществу плохо. Поэтому та ситуация, она была такой граничной, она показывала состояние реакционности белорусских властей на то время. Но сейчас пошли какие-то изменения, говорю, более хитрая политика. Но это тоже определенное показание, что происходит в белорусском обществе сейчас. И практически находясь там в тюрьме, у меня всегда было ощущение, что я и дальше продолжал заниматься тем, чем я и занимался. Хотя ситуация была удивительная, мне ничего не надо было делать, мне надо было просто сидеть. Ну и что я и делал на протяжении 3 лет, я просто сидел. Ну и это было важный такой момент, я считаю, в
все-таки в изменении вот этой репрессивной политики, которая в конце концов и произошла в 2015 году, когда были выпущены политзаключенные. Но особенно тут оптимизма большого у меня нет. Я прекрасно понимаю, как и все мы понимаем, что любая общественная активность, она сразу же вызывает и повышение уровня репрессий со стороны властей, и переломить эту ситуацию можно только массовостью, только общими усилиями. Это не могут сделать только правозащитники или только гражданские активисты. Белорусское общество это может сделать. Это значит, значительно большее количество людей. Вот. И нам нужно быть готовым, что рано или поздно это произойдет, и я уверен, что когда-нибудь все-таки белорусский народ скажет: хватит. Хватит жить в той ситуации, в которой мы находимся, и мы хотим чего-то лучшего. А вы можете вспомнить несколько случаев времен своего заключения, когда вас удивило что-то, то есть что такого вы не ожидали, или каким-то образом вы были свидетелем событий, о которых вы могли бы рассказать? Случаев там было достаточно много, но что меня там поразило там особенно, это вот письмо Вацлава Гавела, которое он написал в поддержку белорусских политзаключенных за 2 дня перед своей смертью. Это был последний документ, который он подписывал. И я прочитал уже из «Народной воли», это был конец 2011 года, о том, что Вацлав Гавел умер, а в начале 2012 года мне это письмо пришло в Жодинскую тюрьму. И это было, конечно, удивительно, держать письмо человека, который был критически болен, но тем не менее до последних дней своей жизни он беспокоился о других людях, которые находятся в какой-то такой драматической ситуации. Нужно сказать, что он сам тоже почти 5 лет отсидел в тюрьме, поэтому он прекрасно понимал ту ситуацию, в которой тогда находились белорусские политзаключенные в 2011-2012 году. И его письмо это было очень сильной моральной поддержкой для меня и, наверное, самым таким трогательным посылом, который пришел ко мне со свободы в эту Жодинскую тюрьму. Ситуаций было много всяких, и я еще продолжаю это как-то осмыслять, регулярно пробую оформить это все, издаю какие-то книжки, которые с текстами, которые были написаны там или же уже после этого. И, конечно, последний день свободы, последний день моего заключения, он тоже мне сильно запомнился, когда это была суббота, я сидел, на работе в швейном цеху, в самом начале рабочего дня, в 8 часов у нас начинался рабочий день, читал «Народную волю» пятничную, которую, в пятницу не успел прочитать. И пришел офицер, позвал в штаб, что было абсолютно неожиданно, потому что в субботу обычно начальника колонии нет. Но это был первый день амнистии, про что мы еще не знали, потому что обычно об этом мы узнаем из газет, из прессы. И когда меня вызвали в штаб и сказали, что в связи с амнистией я на свободе, а еще через 2 часа после обысков, после того, что я там сумел забрать, как-то спаковать свои книжки, бумаги, я оказался в электричке, которая ехала в Минск из Бобруйска, и смотрел влево-вправо, и был такой прекрасный солнечный день, зелень, и я где-то минут через 15 только ощутил, что я уже свободный человек. Это было удивительное ощущение, разве что можно сравнить с днем ареста, когда ты ощутил, что ты не свободный человек, и это надолго. И сейчас я ощутил, что это свобода была. Наверное, самые такие приятные ощущения, которые были там. Ну а вообще, мне кажется, что тюрьма все-таки помогла мне уйти от какой-то такой функциональности, потому что если ты много лет занимаешься одним и тем же, как я, например, правами человека, то чувство начинает притупляться иногда. Все, рутина, и ты на беды людей уже смотришь с профессиональной точки зрения, как доктора смотрят на своих пациентов.
Вот, но когда я сам очутился на месте тех людей, которые там, ну, фактично жертвы репрессий, там, которые преследовались, и когда я получал сотни писем практически каждую неделю, общее количество писем в поддержку, которое я получил, это десятки тысяч за 3 года. Я считаю примерно, ну, 1040, может быть, потому что их тяжело пересчитать. И когда вот я ощущал эту просто фантастическую поддержку, волну поддержки и солидарности, естественно, я воспринимал это как волну поддержки со всем белорусским народом, с гражданским обществом, потому что писали люди с всего мира. Вот, и они писали там: держись, там, не сдавайся, не опускай руки. Тут мне хотелось бы, чтобы все белорусское общество услышало эти слова. Вот, и также держалось, также не сдавалось, также не опускала руки и дальше продолжала работать, продолжала свою деятельность, свою как бы работу. Вот. И ну, тюрьма, наверное, вот как-то более мне помогла понять, более четко понять, чем мы, правозащитники, занимаемся, всю важность вот того, что мы делаем, и дала, наверное, ну, какой-то опыт, который сейчас я стараюсь не потерять, скажем, вышел уже 4 года спустя. Когда не работают суды, нарушаются законы, как правозащитник может чувствовать, что то, что он делает, нужно? И есть вопросы, конечно, которые так вгоняют, я сказал бы, в пессимизм. Ну, например, вопрос о смертной казни. И просто если мы уже там 10 лет очень активно занимаемся этой кампанией против смертной казни, и все время расстреливают тех людей, которых мы защищаем, их не просто там садят, не просто штрафуют, они исчезают. Вот. Но это большой, конечно, психологический удар для нас, вот. Но в то же время мы видим, как меняется отношение гражданского вообще общества белорусского к этому вопросу. И, наверное, в этом есть смысл вот этой нашей работы. Меняется отношение общества, и рано или поздно, я думаю, что мы придем все-таки к мораторию или же к отмене смертной казни. И без этой работы это было бы тяжелее, без того вот как бы такого индивидуального подхода, когда мы видим живых людей, когда мы показываем их семьи, когда мы показываем, ну как эта смертная казнь бьет там вообще по всем, по каким-то гуманитарным ценностям, которые есть в обществе, вот, потому что это не просто там человек исчез, его же убивает государство, само государство как бы становится палачом. Вот, я там не собираюсь оправдывать людей, которые совершили какие-то там ужасные преступления, но в то же время убийство государством это тоже вещь такая, которая как бы резко понижает гуманность общества, в котором мы живем. Это вот такой вопрос есть. Но в то же время, если касается других дел, ну, образования, например, или же объяснение каких-то правозащитных вопросов, достаточно тяжелых вопросов в обществе, чем мы активно занимаемся, оно очень часто дает такой хороший плюс. Дает хорошую энергию, вот, с которой мы работаем, мы видим, как просто люди начинают понимать, что такое права человека. Я же хорошо помню те времена, лет 15 назад, когда, например, наши демократические активисты, очень часто для их права человека это было что-то, ну, где-то там третьестепенное, там, пятоступенное, неважно, скажем так. Но и эта вот трансформация, может быть, новое поколение, новые люди там, или же понимание важности все-таки, что демократия и права человека – это вещи неразделимые, нельзя построить демократию, иначе это превращается, значит, в что-то ненормальное, вот скажем так, без прав человека. Это понимание, оно все более и более входит, скажем так, в обиход демократической части нашего общества, что очень важно, хотя бы так. Вот. И есть и конкретные победы вот, и в судах в тех же, и в тех вопросах, которыми мы постоянно занимаемся. Нельзя сказать, что мы работаем только в минус и только, так сказать, ну, в такой как бы беспросветной ситуации. Нет. У нас есть все-таки нормальные какие-то плюсы, нормальные достижения. Вот, и
Просто изменения, я уже не говорю о государстве, я говорю о самом обществе, изменения в сознании общества, они не происходят на раз-два. И наша Украина, вот соседка, это просто очень хорошо показывает, что какие-то вещи нужно время, чтобы общество восприняло, чтобы оно начало поддерживать, согласилось с этими. Тогда получается все лучше, скажем так. Если вдруг уйдет Лукашенко, и у нас будет шанс построить демократию, как в обществе, которое не имеет личной ответственности за свою собственную жизнь, это будет возможно? На самом деле это будет большой вызов, и это будет очередной большой вызов, такой, какой он был на самом деле тогда в конце 80-х, начале 90-х лет. И ситуация была переломная, и нельзя сказать, чтобы что у нас наше общество не было готово к демократическим ценностям, но, скорее всего, все-таки меньшая его часть была готова. А больше, не понимала, где они находятся, и воспитанная на идеях, так сказать, Ленина и комсомола, и компартии, вот эта вот штука, она сработала против процесса демократии в Беларуси в начале 90-х лет. Но сейчас я думаю, что у нас все-таки будет больше возможностей, потому что появилось новое поколение, появились тысячи, десятки тысяч независимо думающих людей. Вот это совсем другая ситуация. Но опять же будет большой вызов, учитывая на самом деле тут и внешнеполитическую ситуацию, внутренние ресурсы, скажем так, разумности и сопротивления вот этой советскости, которая, так сказать, является такой болезнью постоянной. И шансы будут значительно лучше, но никто не может сказать, и я тут тоже не являюсь провидцем, как оно пойдет. Вот, но хотелось бы думать, что все будет хорошо.